Всем привет, друзья мои! Приветствую вас на канале Soft Decor. Сегодня хочу вам показать, как связать вот такую маленькую поясную сумочку. Ее можно сделать как поясную, а можно и просто как на ремешочке. Вы меня часто спрашиваете, что можно связать с одного мотка вот такого шнура. Так вот, вот эту сумочку я связала из одного моточка, даже еще мне немножко осталось, шнура карамель. Вязала я цвет роуз, а сейчас будем с вами вязать вот таким красивым цветом, цвет зефир. Такой шнур вы можете приобрести со скидкой 5% по моему промокоду. Ссылку на сайт я оставлю в описании под видео. Сумочка получилась очень миниатюрная, но вы можете связать любого размера. Сейчас я вам скажу, сколько эта сумочка у меня. Так, вот так, 22 сантиметра и в высоту 11. Сейчас вам покажу, как она выглядит внутри. Вы можете вшить подкладочку. Я делала без подкладки. Очень хорошо держит форму. Такую сумку можно связать из трикотажной пряжи. Она будет еще более плотная. И я думаю, можно вязать из любого шнура. И сердечником хорошо будет. И размер можно. Это у меня где-то 4-5 миллиметров. Если вы возьмете меньше шнур или еще толще, я думаю, тоже будет очень хорошо смотреться. А кто еще не подписался на мой канал, быстренько подписываемся. Вы узнаете очень много полезностей, которые я вам буду рассказывать и которые уже можно посмотреть на моем канале. А сейчас я вам скажу, что нам понадобится. Нам понадобится один моток шнура карамель, ножницы, замочек нужно подобрать по размеру вашей сумочки, иголка и крючок номер 5. Итак, начинаем наш урок. На самом деле сумочка вяжется очень легко и очень быстро. Я вот уже связала круг. Урок у меня как вязать круг. Я оставлю вот здесь ссылочку, посмотрите. Свяжете. Сейчас я вам скажу, какой у меня получился размер этого круга. У меня получился 21 сантиметр. И последний ряд, сейчас вам скажу, сколько между удвоениями. Вот наше расширение. Вот 2 галочки, 2 галочки. Я вязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петелек. Вот, так что круг вы вяжете самостоятельно. И сейчас я вам покажу уже, как мы свяжем вот эту переднюю часть и как мы ее пришьем. Так, я закончила круг. Сейчас покажу, как я закрою ряд. Отрезаем. У меня даже 2 ролика есть, как вязать круг 2 способами соединения. Я вам здесь еще одну ссылочку оставлю. Или вы можете связать любым способом, который вам нравится. Так, вот я закрыла. Сейчас возьму иголочку и спрячу наш шнур. Сейчас аккуратно спрячу. Вот вдоль последнего ряда. Такой иголкой очень удобно. И совсем незаметно. Ну еще. Обрезаю. И можно взять зажигалку и немножко подпалить.
и спрятать. Все, наш круг готов. Но я еще этот круг, я его через ткань проутюжила с двух сторон и на ночь поставила под пресс. Поэтому он получился у меня такой ровный и плотный. Беру шнур и сейчас свяжу цепочку из воздушных петель. Свяжу 28 петель. Раз, два, три, 4, 5. И так набираю 28. Но 28 это получилось из моего шнура. А вы же можете вязать из другой пряжи, поэтому посмотрите, чтобы ваша вот эта косичка, вот где примерно у нас будет, так, а крышечка у нас будет вот так вот, да, согибаться, что где-то вот на этом расстоянии, вот чуть-чуть на пару петелек она была больше. Поэтому вы примерьте к вашему кругу и уже смотрите, сколько вам нужно петелек набирать. Так, продолжаем. Первый ряд. Начиная со второй петли, вяжу столбиками без накида. Так, вяжем до конца ряда. Заканчиваю вязать первый ряд. Делаю петлю подъема, разворачиваем. И сейчас мы будем вязать вот за эту перемычку, вот за эту пропускаем. Так. И за эту перемычку мы вяжем столбики без накида. И у нас получится узор резинка. И за эту перемычку продолжаем вязать до конца. Заканчиваю вязать следующий ряд. Еще одна перемычка. И сейчас обязательно провязываем за боковые вот эти петельки, чтобы у вас получился ровный край. Провязали. Делаем петлю подъема. Переворачиваем. И сейчас мы будем вязать, вот тоже эту пропускаем со следующей, тоже столбики без накида, только вот за эту перемычку. Вот наша косичка и вот за эту сторону. И так вот мы эти два ряда будем чередовать. И у нас получится, вот уже он виден, узор резинка. Так. И так вяжем до конца ряда. Вот за эту переднюю сторону нашей петли. Заканчиваем. И не забываем провязывать вот боковую. Петлю подъема.
И опять вяжем вот за эти перемычки. Очень легко, быстро. И так продолжаем дальше. Вот как получается с обратной стороны. Все, так дальше вяжем самостоятельно. Я вяжу уже предпоследний ряд. Так, боковая и петлю подъема. Вот мы можем посчитать вот по этим выпуклым рядам. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь считаем 1, 2, 3, 4, 5. Все. Я сейчас провяжу еще один ряд. И потом уже будем пришивать к нашему кругу. Но я сейчас вот провяжу последний ряд. И тоже вот эту нашу переднюю часть я ее утюгом проутюжу через ткань, потому что, видите, она у нас такая кривая. И немножко поставлю под пресс. Вот начинаю я последний ряд за передние перемычки и провяжу до конца. Ну вот, я довязала ряд, я ее проутюжила, она стала более ровная. Вот я уже наметила примерно, где я ее буду пришивать. Отрезала уже шнур, ну где-то больше метра. Сейчас я его вытяну. И возьму иголочку. Так. И сейчас нам нужно пришить нашу основу. Булавочку беру. К нашему кругу. И буду вязать вот таким способом. Ой, вязать, пришивать. Так. И теперь точно так же с этой стороны. Теперь за эту перемычку. За эту. Вот перед камерой так неудобно пришивать. И так продолжается. Теперь за эту. И так продолжается дальше. И вот так мы все, сейчас вот сюда дойдем, я вам покажу. Тоже вот так вот будем пришивать. Дальше продолжаем самостоятельно. Вот одну сторону я пришила. Перехожу на наше дно. И все точно так же. Только уже с этой стороны я вот за эти перемычки пришиваю.
Вот у меня вот был хвостик вот с этой стороны, когда я начинала вязать. Я его там спрятала уже. И точно так же продолжаю пришивать уже по этой стороне и потом перейду вот на эту сторону. Я закончила пришивать нашу спинку. Так, последняя петелька. И сейчас с обратной стороны, вот там вдоль стеночки, я спрячу иголочкой наш шнур. И останется вот наша крышечка. И останется только вшить замочек. И сумочка будет готова. Сейчас я пришью замок. Вот я вам могу уже на этой сумочке показать. Вот здесь, правда, нитки у меня совсем не видны. Вот так видны. Я пришила с этой стороны и с этой. Все, пришиваю наш замочек. Все, я вшила замочек, и сумочка наша готова. Даже две сумочки. Ее можно носить как на поясочке. Можно здесь еще связать такую планочку. Или можно сделать кольца-карабины и носить на цепочке. Вот, пожалуй, все. Надеюсь, сегодняшний урок вам был полезен. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем хорошего дня, до свидания.